И всем привет, друзья! У микрофона, как всегда, Рома, и вы на канале Clay Team. В этом видео слеплю эволюционировавшего Годзиллу из фильма «Годзилла и Конг. Новая империя» с подсветкой из светодиодов. Что-то совершенно новое и захватывающее для моего канала. Кроме того, в этом видео расскажу побольше о Годзилле и о событиях, показанных в фильме. Детально покажу процесс создания, поделюсь полученным опытом, а в конце покажу работы участников моей группы ВКонтакте. Ну а перед началом не забудь подписаться и поставить лайк. Приятного просмотра! Итак, что же мы знаем о Годзилле? Годзилла – это доисторическая форма жизни, играющая важную роль в серии фильмов под названием «Монстр Вселенная». Является венцом экосистемы, восстанавливающей баланс в природе, когда он потревожен. Годзилла, или же с японского Годжира, гигантский динозавроподобный кайдзю, персонаж многочисленных фильмов, сериалов, комиксов и видеоигр. Главный персонаж одноименной франшизы, Годзилла почти всегда является доисторическим монстром, который проснулся из-за испытаний атомных бомб. В различных фильмах и сериалах Годзилла имеет роль от злодея до антигероя и героя. В этой реальности он получил свое имя благодаря жителям островов Тихого океана, которые обращались к нему как Годжира. Англоговорящие персонажи со временем переиначили имя на свой лад, получив в итоге всем известного Годзиллу. Однако до этого момента ему, как и всем огромным неопознанным чудовищам, давали сокращенное имя – Гнус, что расшифровывается как гигантское наземное, неопознанное, уникальное существо. Внешний вид данного Годзиллы очень интересный. Высота чудовища составляет 108 метров, а длина хвоста 167 метров. Морда имеет небольшие размеры и квадратную форму. Шея довольно широкая и крупная, особенно в сравнении с головой. На шее располагаются похожие на акульи жабры. Глаза маленькие, можно сказать крошечные, и имеют желтый цвет. Зубов 60 штук, самый большой из них достигает длины в 107 сантиметров, а растут они хаотично, не соблюдая равные промежутки между друг другом, как и направление роста. Спинные гребни меньше, чем и у его японских предшественников, но внешне все так же сохраняют форму кленового листа, правда, становясь более прямыми и очень острыми, всего их 89 штук. Когти имеют черный цвет, а ступни очень широкие и напоминают такую же часть тела у слонов. Кожа ближе к рептилиям и более грубая, в отличие от других версий Годзиллы, а цвет у нее темно-серый или даже почти черный. Тело и хвост очень широкие, что делает существо громоздким, но не жирным, как это может иногда показаться в японских фильмах. Судя по поведению, это территориальное животное, в отличие от своих предыдущих версий, которые в большинстве случаев без раздумья нападали на города, превращая их в руины. Этот Годзилла, даже будучи атакованным людьми, не обращает на них внимания, продолжая преследовать гнусов. Судя по всему, человечество его совершенно не интересует, даже несмотря на проявление агрессии с их стороны, которая, правда, не представляет для него какой-либо опасности. Годзилла применяет свое атомное дыхание не в любое удобное время, что свойственно японским версиям, а лишь после получения существенных травм, порядком измотавшись и ослабев. Другими словами, атомное дыхание применяется лишь в крайних случаях, обычно против оппонентов, которых Годзилла не в состоянии победить самостоятельно. Любое обычное вооружение не оказывает на Годзиллу какого-либо влияния. Складывается впечатление, что он их даже не замечает, испытывая дискомфорт или даже боль только во время попаданий по жабрам. Годзилла из фильма имеет другую историю происхождения, отклоняющуюся от остальных своих реинкарнаций. Он более не является существом, которое мутировало в результате использования ядерного оружия, а представляет из себя древнюю форму жизни, жившую более чем за 250 миллионов лет до нашей эры, а возможно и раньше. В это время Земля была в десятки раз радиоактивнее, чем сейчас.
а Годзилла, как и другие чудища, питались радиацией, которая была важной частью их жизненного цикла. Во время данного периода Годзилла контролировал баланс в природе, не давая другим монстрам размножаться сверхмерно и распространяться за пределы их территории. После падения астероида, повлекшего за собой массовое вымирание и значительное сокращение радиации на поверхности, Годзилла и его сородичи были вынуждены адаптироваться к новым условиям. Годзилла и все его сородичи приспособились к жизни на глубине океана, а другие приспособились к жизни глубоко под землей, питаясь в обоих случаях радиацией земного ядра на протяжении миллионов лет. Годзилла имеет жабры, что позволяет ему оставаться под водой неограниченное количество времени, а также имеет легкие, которые он использует на поверхности. Атомное дыхание представляет из себя сконцентрированный энергетический луч с огненными текстурами. Сила данной способности не такая разрушительная, как в японских фильмах, но этому есть простое логическое объяснение. Все дело в том, что оно не было использовано на полную мощность, о чем говорит крайне слабое состояние спинных гребней и плачевное состояние самого Годзиллы на момент его применения. А еще гнусы из фильма, благодаря своим электромагнитным полям, могли влиять на атомное дыхание, ослабляя его или вовсе блокируя, о чем говорится в официальной новелизации. Не менее официальный комикс «Годзилла. Пробуждение» подтверждает, что атомное дыхание действительно более мощное и разрушительное, нежели то, что было показано в фильме. Другой способностью Годзиллы является его живучесть и устойчивость к повреждениям. Он выжил, находясь в центре подрыва нескольких атомных бомб в атолле Бикини в 1950-е годы. Даже детонация 15-мегатонной термоядерной бомбы Касл-Браво не смогла уничтожить его. Получив многочисленные ранения, он все равно будет преследовать свою цель, ради которой он сможет преодолеть тысячи километров, не испытывая никакой усталости. Все чувства развиты до невероятного уровня, что позволяет ему засекать гнусов, будучи на большом расстоянии от них или глубоко под водой. Также Годзилла довольно умен и может находить слабые и сильные стороны своих противников, используя это в собственных целях. Ну а теперь давайте рассмотрим версию Годзиллы после эволюции, а именно после того, как он победил Тиамат и поглотил ее энергию, ее радиацию. Годзилла после эволюции сбросил вес. Он оказался более маленьким, но на самом деле это иллюзия. Рост имеет как раньше. Спинные пластины стали более крупными и массивными, бледно-розового окраса в обычном состоянии и ярко-розовым во время атомного дыхания. Основной цвет это темно-серый, живот более бежевый, а на руках расположились шипы. Атомное дыхание то же самое, что и раньше, но розовое. Годзилла способен набирать энергию, светясь розовым цветом. Это похоже на термоядерный заряд. Восстановление погоды. В финале Новой Империи Годзилла восстановил погоду в Рио-де-Жанейро. Кстати, у меня есть телеграм-канал. Там я выкладываю эксклюзивные кадры со съемок, новости касательно канала и моей жизни, а также публикую возможные даты выхода новых видео. Поэтому, если вы еще не подписаны, вы многое упускаете. Скорее переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Ну а сейчас расскажу вам немного о событиях, произошедших в фильме «Годзилла и Конг. Новая Империя». Спустя годы после победы над Мехагодзиллой, Конг основывает свою территорию на недавно открытой полой земле. Находясь на поверхности Земли, Годзилла продолжает поддерживать порядок между человечеством и гигантскими монстрами, известными как Титаны, побеждая Сциллу в Риме, Италия,
и отдыхая после этого в Колизее. Наблюдательный пост монарха, расположенный в полой земле, улавливает неопознанный сигнал. На поверхности сигнал вызывает у Дии галлюцинации и флешбеки, заставляя волноваться ее саму и ее приемную мать, доктора Аллен Эндрюс. Также, почувствовав сигнал, Годзилла покидает Италию, атакуя атомную станцию во Франции, чтобы поглотить радиацию, и отправляется в Арктику. Монарх считает, что Годзилла укрепляет себя перед надвигающейся угрозой. Когда рядом с его домом открывается карстовая воронка, Конг обнаруживает неизведанный регион и племя гигантских обезьян, включая юного Суко. После первоначального противостояния Конг заставляет Суко отвести его в логово племени, и они медленно сближаются в своем путешествии. Тиранический лидер племени Кинг Скар, или же Король Шрам, сражается с Конгом и ранит его с помощью древнего титана Шима, обладающего ледяной силой, которым Кинг Скар управляет с помощью кристалла. Эндрюс и Дия вместе с ветеринаром, специализирующимся на титанах, трэпером и подкастером Берни Хейзом отправляются в полую землю, чтобы найти источник сигнала и обнаружить, что аванпост монарха уничтожен. По мере того, как группа продвигается вперед, они обнаруживают неизведанную подземную секцию, в которой находятся оставшиеся члены племени Иви, группы людей, которые общаются телепатически друг с другом и от которых происходит Диа. Осматривая некоторые руины, они предполагают, что сигнал был телепатическим сигналом бедствия, посланным Иви. Наблюдая, как Диа общается с Иви, Эндрюс высказывает трэперу свои опасения, что Диа может решить остаться со своим народом. Внутри храма Эндрюс раскрывает пророчество. Кинг Скар стремится завоевать поверхностный мир и развязал войну против вида Годзиллы. Однако Годзилла заманивает его и его племя в ловушку глубоко под полой землей. В пророчестве также говорится, что Диа станет ключом к пробуждению Мотры. Конг, почувствовав присутствие Дии, находит храм и получает от трэпера прототип боевой перчатки протеза для лечения своих ран. Тем временем Годзилла побеждает Тиамат в Арктике, чтобы поглотить радиацию из ее логова, надеясь заманить Годзиллу в полую землю, чтобы помочь ему в битве. Конг противостоит ему в Каире. Наделенный силой Годзилла одерживает верх, но пробужденная Мотра вмешивается, чтобы убедить его помочь Конгу. Годзилла и Конг и Мотра сражаются с Кинг Скаром, его племенем и Шима в полой земле. Их борьба переносит титанов в Рио-де-Жанейро, где Шима начинает вызывать второй ледниковый период по приказу короля Шрама. Силы равны, пока Суко не уничтожает кристалл, используемый для управления Шимо. Наконец, освобожденный Шима замораживает Кинг Скара, а Конг разбивает вдребезги его замороженное тело. После этого Годзилла возвращается отдохнуть в Колизей, Мотра восстанавливает защитный барьер дома Иви, Конг вместе с Шимой и Суко возвращается в полую землю, где он становится новым лидером племени. Дия рассеивает страхи Эндрюс, решив остаться со своей приемной матерью. Этим и заканчивается фильм. Его я, кстати, посмотрел сразу после выхода. А после просмотра решил, что точно слеплю Годзиллу, и уже в июле, вдохновившись парой роликами на ютубе, приступил к созданию. Я знал, что точно хочу сделать этой фигурке подсветку, однако выполнить эту задачу оказалось довольно непросто. Пришлось привлекать других людей, паять, клеить. Пару раз подсветка прогорала в некоторых местах, а порой и вовсе переставала работать. Собственно, поэтому и получилось такое долгое отсутствие на канале. Конечно, я мог делать короткие видео, что-то простенькое, пока занимался столь трудным проектом, но я решил сосредоточиться на этом проекте полностью. Такому долгому перерыву также послужили определенные этапы в моей жизни, достижения, которые также требовали моего внимания и упорства. Не буду долго оправдываться, главное, что я снова здесь и теперь уже точно надолго.
Ну а теперь хотел бы поделиться с вами полезными фишками, которые я извлек во время создания эволюционировавшего Годзиллы, и советы. Так, немного предыстории. При лепке Godzilla 2.0 я пользовался новыми для меня материалами от фирмы Montmartre, не реклама, а именно полимерной глиной и акрилом. Что могу сказать? Глина очень удобная, что-то напоминающее Super Sculpey, но качество немного хуже. Единственные две проблемы — это разница в качестве в разных партиях и средняя прочность. Фигурка 2 раза трещала уже после запекания и полного остывания. Это ненормально. Конечно, я не могу судить по одной фигурке, так как, может, я неправильно как-то лепил, запекал, но мне показалось это странным. Однако есть хорошая эластичность, за это респект прям. Запеченные когти Годзиллы хорошо гнулись. В остальном, одна из лучших фирм по производству полимерной глины из тех, что я пробовал. В удобстве вообще придирок нет. Далее акрил. Вот с акрилом история чуть получше. Мне очень понравилось работать с ним. Это, наверное, первый раз, когда я полностью красил фигурку акрилом. Ранее использовал в комбинации с гуашью просто. Краска легко наносится, быстро застывает. Очень удобно работать. Нужно разводить с водой, чтобы слои краски были аккуратными и не было бугров краски на поверхности фигурки. Также при лепке когтей произошел неприятный конфуз. Я решил лепить когти по принципу «слеплю, запеку, приделаю», что, по крайней мере, при работе с данной полимерной глиной стало огромной ошибкой. Я запек когти, прилепил их в углубление и сверху сделал из мягкой полимерной глины что-то наподобие кутикулы, кожи, облегающей ноготь. Спустя время я обнаружил, что мягкая вокруг запеченного когтя глина потрескалась и ссохлась, а когти при извлечении раскололись на части. В дальнейшем я слепил когти и кожу вокруг них, после чего запек, и на этот раз все получилось. А вот и финальный результат. Наверное, на данный момент моя самая лучшая фигурка.
но времени на эту фигурку ушло море. Ну ничего, я очень надеюсь, что довольно в скором времени мы снова увидимся. Спасибо всем большое за просмотр, не забывай подписываться, ставить лайки и писать комментарии. Также буду очень рад подписке на мои соцсети, телеграм-канал, группа во ВКонтакте, Дзен-канал, группа в Одноклассниках. Все ссылки есть в описании. Желаю всем творческих успехов и до новых встреч. Пока-пока.